Когда у создателя фауны планеты Земля закончилась масса для лепки животных, то в дело пошли шишки. И не какие-нибудь, а еловые. Панголин, он же ящер, был создан совсем не таким, как все остальные животные планеты. Он от этого получился не хуже, а даже лучше. Название панголины, кстати, переводится с малайского как «сворачивающийся в шар». Панголин – древнее животное. Первые находки датируются периодом около 70 миллионов лет назад. Живет шишкообразный шар на территории Южной Африки и Юго-Восточной Азии. Некоторые панголины ведут наземный образ жизни, другие полудревесный, а некоторые виды могут лазать по деревьям. Панголины, ведущие наземный образ жизни, роют сложные системы нор, которые могут достигать глубины до 5 метров и иметь несколько входов. Эти норы обеспечивают им безопасность и прохладу в жаркую погоду. Это очень необычное млекопитающее, известное своими чешуйками, которые делают его единственным в мире полностью покрытым чешуей млекопитающим. Длина тела до 90 сантиметров, а вес у разных видов варьируется от 5 килограммов до 30. Панголин имеет огромные когти, предназначенные для разорения муравейников и термитников. Да, по ряду особенностей панголины близки к броненосцам и муравьедам. Тело покрыто крупными роговыми чешуями, которые как черепица налегают друг на друга, и лишь мордочка, брюхо, низ тела и внутренняя поверхность лап покрыты короткой жесткой шерстью. Чешуйки эти, кстати, вполне подвижные, а их задний край заострен. По мере стирания они заменяются новыми, но их количество остается постоянным. Зубы у панголина частично или полностью отсутствуют, а длинный до 40 сантиметров язык покрыт клейкой слюной. Мышцы, приводящие язык в движение, настолько велики, что, проходя через грудную полость, доходят аж до таза. Но и это еще не все анатомические особенности. Желудок выслан ороговевшим эпителием. В его полость дается складочка, покрытая роговыми зубами. Подобно птицам, панголины заглатывают мелкие камешки и песок, которые способствуют измельчению пищи. Видит зверь плоховато, да ему не очень-то и нужно, потому что он ведет ночной образ жизни, а днем сидит в кронах деревьев, дуплах или норах. Хотя панголины плохо видят, они обладают отличным слухом и обонянием, что помогает им находить пищу и избегать опасности. Двигаются они лениво, двумя способами: на 2 лапах, поддерживая себя хвостом, или на всех, но на кулачках, ибо, во-первых, кулаки жесткие, а во-вторых, не портится красивый и важный при раскопках муравьев маникюр. По сути, панголин — это очень классный муравьед. Во всяком случае, он также разоряет муравейники и термитники, но у него есть свои особенности, которые и не снились его шерстяному брату. Первый, конечно же, броня. Выглядит все это дело мощно, ведь твердые пластинки так плотно прилегают друг к другу, что термиты просто не могут залезть под них и покусать нашего панголина. Кстати, эта чешуя сделана из того же материала, что и человеческие ногти и волосы, из кератина. Несмотря на кажущуюся жесткость, они легкие и прочные, что делает панголина практически неуязвимым для хищников. Брюшко, морда и внутренняя поверхность ног обрамлены толстенной кожей, что также дает иммунитет к укусам насекомых. Второе – это его язык. Он проходит почти через все его тело, заканчиваясь только у попы. Помимо того, что язык липкий, этот 40-сантиметровый прибор очень сладкий по запаху. И когда панголин приходит добывать термитов, они сами бегут к этой клейкой ленте прямо как мухи. А когда наш сворачивающийся в шар супергерой вдоволь наедается, он просто залепляет основной вход в термитник своими слюнями и уходит до завтра. Потом он приходит на то же самое место и доедает оставшихся в живых муравьев. Вот такой запечатанный холодильник по панголинии. Третье, у него как бы зубы в желудке. Во рту у шишкообразного зубов нет, поэтому панголин не заморачивается и ест термитов вместе с их домом. А мелкие камешки способствуют пережевыванию, а в желудке находятся твердые ороговевшие пластины, которые исполняют роль зубов. Есть у панголина еще один охотничий прием. Он может сесть своей еловой пятой точкой на муравейник и открыть чешуйки, а термиты залазят под них, думая, что идут в атаку, но попутно своей кислотой
кислотой, уничтожая всяких паразитов, которые пришли пожить на панголине. Ну а панголин, недолго думая, закрывает чешуйки, и муравьи остаются под ними. Живут эти ребята поодиночке, поэтому хотят любви они всего один раз в год, после чего панголин-девушка ходит беременной около 150 дней. Африканские виды панголинов приносят одного детеныша, азиатские от 1 до 3. Кстати, всего сохранилось только 8 видов панголинов. Новорожденные шишечки рождаются хорошо развитыми, но чешуйки у них мягкие и затвердевают только через несколько дней. Мать носит новорожденного на спине, пока тот не станет достаточно самостоятельным, чтобы следовать за ней. В случае угрозы мать сворачивается в шар вместе с детенышем, защищая его своим телом. К сожалению, эта животинка, как и многие другие, на грани вымирания. Весь черный юмор этого в том, что из обычных хищников с ним не может справиться почти никто. Догнать панголина очень просто, но большая проблема его вскрыть. Ведь это камнеобразный колобок. Только леопард или лев могут похвастаться навыками по вскрытию панголинов. Но даже тут для диких котиков у панголина припасен сюрприз. Если его все-таки удается вскрыть, то он выпускает в кису вонючую струю смеси, которая сразу же отбивает у кошки все желание обедать. Так почему же это чудо природы вымирает? Ответ прост. Виноват другой распространенный хищник. Это человек. Люди, особенно азиатского происхождения, решили, что броня панголина целебна и лечит чуть ли не от всех болезней. К слову о болезнях, ученые изучили несчастных панголинов и на предмет коронавируса. Выяснилось, как обычно, что мы еще далеки от разумности, потому что у панголинов отсутствуют 2 вирус-чувствительных гена, то есть в их организме не образуется иммунный ответ на вирус. Это открытие важно, потому что хотя ящеры могут быть носителями коронавируса, они, по-видимому, способны справляться с ним через какой-то другой неизвестный науке механизм. При всем вышеперечисленном панголинов еще и на мясо пускают, а также приписывают его коже магические свойства. Ко всему прочему, традиционные военные костюмы индусов делаются из чешуи панголина. В общем, давайте пожалеем этого милого бронированного муравьеда, который при удачном раскладе обычно доживает до 14 лет. А как вы считаете, мы сможем разгадать тайну панголина в отношении устойчивого к вирусам иммунитета? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!